чем еще сложность любви? Именно озвучивание любви, проговор о любви. На земле же нет звука, который способен быть членораздельным и описать любовь. Если кто-то ее проживает, он не в состоянии. Он напишет чуть позже, когда уже проживет. И получается, что описание любви всегда отстает, а само чувство всегда опережает. От этого все любовные сложности. Если бы можно было заведомо сказать: «Я сейчас влюбляюсь», но так не бывает. Все люди говорят: так, они уже влюбились, или друг в друга, или этот влюбился в этого. Сами же влюбленные не знают, потому что сначала мы делаем на земле, а потом уже только умеем анализировать, и анализируем, когда все закончилось, когда это кольцо распахнулось, когда оно раздробилось. После этого мы можем что-то описать, но не в момент своего проживания. В этом сложность. Если человека грамотно поставить на его ленту жизни, дать возможность ритмологически прожить все 3 этапа, то, естественно, даже когда он начнет влюбляться, у него уже будет это ощущение: «Я сейчас, кажется, влюбляюсь». Или «я сейчас начинаю отклоняться от любви», «я сейчас уже пытаюсь разлюбить», «я это ощущаю заведомо». Тогда будет много легче. Ритмометод в чем заключается? Ритм содержит поток любви. Далее человек входит под этот поток, и начинает разворачиваться у него любовное событие. И если он грамотно проводит ритм за ритмом, даже 3 части одного и того же ритма ипостаси взаимодействия, он проживает все 3 этапа и тем самым вырабатывает в себе чувство любви. После выработки этого чувства ему много легче жить, потому что он уже знает: сейчас я влюбляюсь, сейчас в меня влюбляются. Кстати, согласитесь, что человек гораздо легче заявляет: в меня влюбляются или меня любят, но гораздо легче об этом говорит, потому что это есть не что иное, как оболочка, которая над ним нависает. И если кто-то над ним начинает зависать, то он понимает, что его любят. Но самая большая любовь – коршуна к цыпленку. Тоже нельзя забывать. Когда кто-то любит, он пытается настолько закрыть существо всем, и дальше сделать его ручным, абсолютно ручным, которого можно держать на ладони и полностью им управлять. И чувство, когда в тебя начинают влюбляться, когда над тобой зависают, должно где-то сочетаться с чувством, что ты становишься марионеткой в чьих-то руках. Не так сразу реагируй на эту любовь. Позволяй в себя влюбляться на каком-то расстоянии, пока исследуешь это чувство. Если же закончил исследовать, то все равно сохраняй защитную оболочку, сохраняй то расстояние, которое есть сейчас ты сам, на которое нельзя покушаться. Это твой талант, это твоя цель прихода на землю, и об этом нельзя забывать ни на мгновение.